Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня мы обсудим объектив Sony Zeiss 24 на 70 мм f4. В 2013 году, когда Sony выпустила первую в мире полнокадровую беззеркальную камеру под E-bayonet, не было полнокадровых еще объективов на тот момент. И, конечно же, они одновременно с этим решили выпустить несколько новых объективов специально для этой камеры, для Альфа семерки. Bayonet E, конечно, уже не был на тот момент каким-то новым, но под него была оптика только IPS-C формата. Стартовал этот Bayonet с появления камер серии NX в 2010 году, если не ошибаюсь. Одновременно с выходом Альфа семерки появился, собственно, наш сегодняшний герой. Сама Сонька вместе с этим выпустила также и достаточно простенький обычный такой кит 28 на 70 f3.5 на 5.6. Тут объектив я тоже не сказал бы, что прям ужасен, как-то это такой крепкий, хороший, среднестатистический такой кит из такого типа китов, которые мне зачастую нравятся. То есть он по оптическим характеристикам, конечно, там может быть звезд с неба и не хватает, но он и не настолько чудовищная затычка, какие бывает ставят на какие-нибудь камеры начального уровня. То есть там, в принципе, все прилично. Ну а сегодняшний герой 2470 f4 это является ему такая более дорогая альтернатива с бирочкой именитого бренда Zeiss, ну и также с, естественно, по крайней мере на бумаге, кажущимися более мощными оптическими характеристиками. Как минимум можно увидеть, что там 5 асферических элементов запихнули в оптическую схему, в общем-то достаточно сложно сочиненную. Sony задолго до этого плотно сотрудничали с Zeiss, они и раньше намного, то есть еще в нулевые в середине ставили в свои компактные камеры объективы, которые имели надпись Zeiss. И также мы можем вспомнить недавно, которую я обозревал, прекрасную камеру Sony R1 2005 года. В ней тоже был объектив от Zeiss, он просто божественный. Но в 2006 году их это сотрудничество стало еще сильнее, они укрепили свои взаимоотношения, и теперь уже на заводах Sony, где-нибудь там в Филиппинах, Индонезии, в Китае и еще много где, стали делаться также объективы с надписью Zeiss. Конечно же, оптические схемы разрабатывал Zeiss, естественно, там был контроль качества выше, чем у среднестатистических объективов, проверяли не 1 из 1000, а 1 из 100 максимально тестировали. Стандарты производства соответствовали Zeiss-овским, но при этом само производство ложилось на плечи уже Sony. По похожей схеме дружат, или даже я бы сказал союзничают, это Leica с Panasonic. Объективы яркий тому пример. И также то, что они под один Bayonet делают сейчас полнокадровые камеры и, в принципе, в общем, максимально интегрируют свои технологии друг в друга. И после заключения союза Zeiss с Sony они очень много совместно сделали крутых стекол под A-Bayonet, например. Можно вспомнить их абсолютный шедевр. Это 135 f1.8 объектив под полный кадр. И под APS-C были крутые балдежные стекла, такие как 1680 3.5 на 4.5 и 1670 f4 под E-Bayonet уже. И как мы уже поняли, появление нашего сегодняшнего подопытного не является каким-то удивительным или шокирующим событием. Да, в принципе, это было логично, что Zeiss в стартовой линейке выпустит какое-то топовое стекло. Удивительно, что оно достаточно темное при этом, и не сказать, что может похвастаться какими-то запредельными параметрами. Я в любом случае ожидал от него чего-то интересного, потому что я до этого использовал достаточно активно на Соньке полнокадровый объектив также с шильдиком Zeiss 55 1.8, и он абсолютно прекрасен. С него очень интересная картинка получается, очень он крутой, шустрый и вообще во всех отношениях замечательный. А с трехкратным зумом, таким темненьким, тут уже, конечно, не все так однозначно. Давайте не будем торопиться, сначала посмотрим на него непосредственно у меня в руках.
Объектив сделан из металла. По дизайну он похож на тот же зум Zeiss для кропов соневских. Сбоку здесь, соответственно, есть лого Zeiss. Повсюду, в общем-то, написано, что это прям Zeiss. Но это не значит, что это именно Zeiss там в Германии где-то собирал там в тайной лаборатории. Нет, на самом деле это все собиралось в Таиланде, конечно же, но якобы по стандартам качества Zeiss. Байонетное крепление, конечно же, из металла тоже. Тут под крышечкой вот как раз припрятана надпись, что Made in Thailand. Защитной резинки по краешку нет. Диаметр светофильтра здесь 67 мм. Передняя линза прям такая большая, хотя у объектива всего f4 максимальная диафрагма. Ну, зато на всех фокусных она никак не меняется. А фокусные это стандартные 24-70. Обычный такой вот классический зум-объектив с трехкратным увеличением. Хоботок, кстати, да, вот выдвигается последовательно вперед и не делает никаких там волнообразных движений. Зумирование очень плавное. Оба кольца и, собственно, трансфокации, да, и ручного фокуса, вот это чуть поуже, которое кольцо, они тоже из металла с мелкими насечками. Никакой резины здесь нет. Это тоже металл. Мне, кстати, такое решение нравится. Многие, например, там, да вообще, наверное, все про стекла у Олимпуса таким образом сделаны. То есть это вообще-то классно. Удобно, качественно и не скользко. Единственное, что, конечно, всякие мелкие царапки появляются, что не очень хорошо влияет на эстетику. Ну, с другой стороны, резинки, например, со временем неизбежно у какого-нибудь стекла разболтаются и будет еще более некрасиво. На самом корпусе никаких рычажков или дополнительных программируемых кнопок. Все просто и вот как-то так вот лаконично. Весит объектив, кстати говоря, прилично, целых 426 граммов, почти полкило. Но на тушке он ощущается довольно сбалансированно и не перевешивает. На большинстве фокусных объектив офигенно резкий в центре кадра. Только на некоторых фокусных расстояниях у него бывает чуть послабее края кадра, но опять же только самые края и не очень значительно. В принципе, у него от f5.6 и до проявления уже дифракции при закрытии диафрагмы равномерная достаточно резкость, то есть она всегда сохраняется примерно на одном и том же уровне. Центр всегда замечательный, абсолютно кристально чистый, резкий и даже на открытой. Но края незначительно улучшаются с прикрытием диафрагмы. И они всегда чутка послабее остаются, но едва заметно. В общем, всегда круто в центре, но всегда чуть похуже краешки. Пейзажный этот объектив, в общем-то, вполне можно снимать, резкость у него это позволяет, но, опять же, съемка пейзажа частенько сопряжена с какими-то не очень благоприятными погодными условиями, нужно это иметь в виду, потому что, как я уже сказал, резиновой вот заглушечки никакой в зоне байонета нет, хотя сам объектив номинально написано, что имеет какую-то влагозащиту. Я бы не стал рисковать. Во-первых, сами камеры Sony не особо сильно защищены. Ну, я имею в виду первые 3 модели, которые просто альфа-семерки. Ну, во-вторых, жижа может действительно просочиться в байонет камеры и уже тогда испортить электронную начинку. Нафиг это надо, как бы деньги выкидывать на помойку ради такой ерунды. При этом 24 мм у объектива мне абсолютно не нравятся. Они прям очень некрасивые. 24 мм полны хроматических аберраций на этом фокусном расстоянии.
достаточно сильная дисторсия, также очень слабые углы. Они, в принципе, всегда чуть слабее на любых фокусных расстояниях. Ну, там на 70 мм более-менее ровная картинка. Но на 24 мм там просто вообще мыло какое-то страшенное. Да, конечно, на максимально широком фокусном расстоянии можно снять что-то и на улице, и в помещении, но только в том случае, если для тебя не критично качество краев кадра, потому что там полезет всякая хромота, мыло и будет крайне неприглядная картинка. Я, пожалуй, считаю, что 24 мм здесь абсолютно не рабочее. Мне такое качество картинки не нравится. Я бы для серьезной работы это фокусное расстояние на нем не мог бы использовать, пожалуй. Впрочем, начиная с 28 мм таких проблем уже не наблюдается, картинка становится гораздо ровнее и по резкости, и в плане искажений, и хромота особо больше не лезет. Также объектив мало пригоден для какого-либо макро, потому что у него хоть и достаточно высокий микроконтраст, хорошая резкость, этого вообще никак не отнимешь, но у него очень большая минимальная дистанция фокусировки, как для такого зума даже на полном кадре. То есть ты действительно близко какой-то объект снять не можешь, у тебя камера просто сфокусироваться никаким образом не может, и тебе приходится как-то вот танцевать, плясать вокруг какого-нибудь цветуечка и пытаться понять, попадет он или нет. Но в целом, если попасть, вполне себе нормальные снимки получаются. Картинка более-менее сохраняется в одном и том же кадрировании, потому что я на разные фокусные снимал сам, отходя чуть подальше. Вот, иначе не получилось бы. Ну, то есть, видите, в принципе, резкость действительно хорошая, довольно близко снято. Это не прям какой-то макро, но такое на любительском уровне цветочек какой-нибудь снять, в общем-то, можно. Ну и тут же становится заметно, что из-за того, что диафрагма всего лишь 7-лепестковая, и объектив все-таки достаточно темный, f4 это темновато, размытие не очень-то красивое, не слишком такое приятное или растушеванное. На f4, конечно, еще ничего, особенно если фокус на расстоянии 70 мм, там можно, в принципе, уже и портрет снять, размоет вполне нормально. Но уже на диафрагме f5.6 у тебя вот эти кружочки боке становятся не кружочками нифига, а семиугольными гайками, что так не очень красиво. Если ты снимаешь без каких-то одиночных бликов картинку даже, да, такую неравномерную, то в боке вот это вот само зона нерезкости, оно все какое-то рваное, неаккуратное. Это я уже не говорю о том, как если ты хочешь, чтобы чуть побольше от объекта оказалось в резкости, прикрываешься, допустим, до f8, то там вообще довольно неприглядный задний план становится. Но мне понравилось снимать на прикрытой диафрагме всякий трэш, отечественный автопром, разную там урбанину, разной степени херовости. То есть, в принципе, какие-то полные детали и объекты с не очень близкого расстояния, а в общем и целом какие-то вещи можно снимать на него. Он действительно хороший, универсальный объектив. И как обычный кит для съемки какой-то непринужденной ерунды, мне этот объектив очень понравился, он действительно неплохо себя показал. Но вспоминая его ценник и вспоминая то, что на нем есть шильдик Zeiss, немножко призадумываешься. Учитывая тот факт, что у него 24 мм вообще очень слабые, и там полно каких-то оптических изъянов и косяков, ну, по сути, короче, 24 мм на этом объективе
нерабочее фокусное расстояние. Ну, на мой взгляд. Кому-то, в принципе, и такого достаточно. Мне нет. То, в сущности, можно было бы просто обойтись тогда и абсолютно простейшим объективом от самой Sony 2870. На него я также, кстати, обзор скоро сделаю, так что тут будут сравнения неизбежны. На тот объектив я тоже поснимал, и я не могу сказать, что картинка там прям запредельно хуже. Да, она чутка похуже, но разница в цене у них при этом многократно, а не чуть-чуть отличается. И, пожалуй, до 2016 года владельцы Sony лучшего стандартного какого-то зума и не имели в своем обиходе. В диапазоне вот этом 24, там 28-70 объективов никаких других альтернативных просто не имели. Но в 2016 появился уже 2470 f2.8 G-Master. Объектив, конечно, запредельно дорогой, но и по качеству очень крутой. Но несколько лет назад появились уже объективы от сторонних производителей. Сейчас нам доступны Tamron 28-75 f2.8, причем уже в двух опциях, первой и второй версии, они там так прилично отличаются друг от друга. Также есть Sigma 2470 f2.8 Art, например. Она чуть подороже, конечно, будет, потому что все-таки это уже арт-стекло. Но есть и попроще, Contemporary от той же Sigma, тоже 2870 f2.8. Он достаточно компактный, маленький. Объективчик мне понравился. Недавно даже Samyang выпустил светосильный объектив под систему Sony, тоже 2470 f2.8. И он, конечно, да, похуже, чем Sigma и Tamron, но зато он и подешевле. На данный момент достаточно много опций, из которых можно выбирать. И сейчас, конечно же, вот этот объектив Sony Zeiss 2470 f4 уже выглядит устаревшим, темным зумом, причем за огромный прайс, за который можно купить себе любое из вышеназванных стекол, которое будет превосходить его по всем характеристикам. Да и в принципе он не сильно лучше, чем самый обычный соневский кит. Смысла в этом стекле в 2022 году я абсолютно не вижу. То есть, если вы увидите его где-то там на вторичке, не ведитесь на надпись Zeiss, я бы не стал его брать. Он нахрен не сдался. Скоро мы поговорим про копеечный объектив 2870 f3.5, f5.6. На него сделаю я полноценный обзор для начала. Ну а потом уже я, пожалуй, также сделаю сравнение этих объективов, потому что, ну, раз уж они у меня оказались оба под рукой, почему бы их детально не сравнить, не разобраться, какой из них лучше, в чем хуже, в чем, насколько там отличия велики. Все-таки я думаю, что, ну, по моим так пока что ощущениям, отличий не очень много. Объективы были предоставлены мне для обзора подписчикам, за что я ему очень благодарен. Если же у вас, кстати говоря, завалялись какие-то интересные стекла на самые разные системы или, может быть, какие-то камеры необычные, которых еще нет на моем канале, то тоже можете со мной поделиться, можете, если вы в Санкт-Петербурге, просто вручить мне в руки лично, ну или прислать из другого города, я таким тоже не брезгую, я оплачу, естественно, доставку, и я поковыряюсь с ними, поиграюсь и вам их верну в целости и сохранности. Также, если для вас это не окажется затруднительным, можете поддержать мой канал на Boosty. Там вообще абсолютно копеечная сумма подписки. То есть раз в месяц 200 рублей, я думаю, осилит любой человек в России, даже самый нищенствующий. Ну и не забывайте подписываться и ставить лайки, это очень важно. Также оставляйте свои комментарии под видео. Всем хороших снимков, до новых встреч, пока!